В этом топе корейских фильмов я расскажу о 3 фильмах, в которых простые люди пострадали в результате действий или бездействий своих правительств. Я очень давно изучаю киноиндустрию и постоянно вижу, что именно корейские фильмы умеют показать драму жестко, неприкрыто, и в то же время они могут передать смысл так, что ключевые режиссерские посылы запоминаются надолго. Я думаю, что секретными ингредиентами корейских фильмов являются сильные актерские школы и большой процент талантливых постановщиков на душу населения Кореи. Корейские фильмы сильно отличаются от фильмов западного конвейера тем, что могут передать сложные идеи очень просто и красочно. Итак, поехали. Таксист. Этот фильм основан на реальных исторических событиях, которые произошли в Корее в 1980 году. Тогда правительство Южной Кореи творило полнейшую дичь и буквально массово истребляло тех, кто был не согласен с политикой правящей партии и президента. В городе Кванджу несогласные с режимом и законами вышли на улицы и устроили тотальное восстание, которое безжалостно подавлялось силами армии. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Мы боремся за справедливость. Больше всех активность проявили студенты, которых без разбора истребляли сотнями. Правительственные силы старались максимально это скрыть от крупных городов и зарубежных стран, но такое скрыть сложно, и информация просочилась далеко за пределы Кореи. Когда слухи о жестоком подавлении восстания дошли до Европы, немецкий журналист решает прилететь в Корею и попасть в восставший, но отрезанный армией город. Он прибывает в спокойный Сеул и договаривается с обычным таксистом о поездке в восставший город. Пожалуйста, садитесь. Таксист соглашается, так как не знал о масштабах войны между населением города и властями. К тому же иностранец предложил неплохие деньги. С большим трудом они попадают в город, и оба были ошеломлены происходящими событиями. Журналист и таксист видят, что восстание парализовало жизнедеятельность крупного города, и людей убивают как мух. Но журналисту нужна сенсация, и он готов идти до конца. А вот простому таксисту, который оставил маленькую дочь одну в Сеуле, страшно, и он хочет вернуться домой как можно скорее. С тех пор прошел 41 год, и в Корее сейчас все хорошо. Но зато в странах СНГ все очень напоминает события из фильма «Таксист». Неужели мы действительно отстаем на 41 год? Напишите об этом в комментариях. 6-й день на улицах белорусских городов избивают и расстреливают людей. Ни за что. Белорусские менты не делают разницы между участниками протестов, случайными прохожими, журналистами, подростками. О том, что будет делать журналист и таксист, вы лучше узнаете сами, посмотрев этот сильный и замечательный фильм, где снялись актеры первой величины. Международный рынок. Фильм показывает всю боль, которую перенесли корейские старики, пережившие Корейскую войну и последующее разделение страны на 2 части. В южнокорейской драме «Международный рынок» вы увидите историю семьи, которая была разрушена из-за разделения Кореи на 2 страны. После Второй мировой войны почти все страны в мире были в политическом и экономическом упадке, и 2 крупнейших государства США и Советский Союз решили воспользоваться моментом и устроили прокси-войну в Корее, то есть войну чужими руками. Манипуляции и подстрекательства со стороны США и Советского Союза привели к печальным последствиям, в результате чего некогда единый народ разделился и стал яростно сражаться сам с собой. В итоге пострадали простые люди, и их жизни навсегда изменились в далеко не лучшую сторону. Семья главного героя вместе с толпой напуганных людей пытаются сбежать от массовой бомбардировки города на американских кораблях. В порту творится полнейший хаос, и люди карабкаются друг по другу, пытаясь попасть на корабль. Семья главного героя также лезет на корабль по веревочной сетке, но не все смогли залезть, и семья была трагически разделена на многие годы. В итоге отец и маленькая дочь были потеряны, а главный герой успешно спасся вместе с матерью, и они отправились в безопасный город. У нас тут и так тесно, она еще и детей приводит. Прошли годы, и главный герой все еще пытается найти отца и сестренку. Главную роль в фильме «Международный рынок» сыграл один из самых известных и талантливых актеров Кореи Хван Джон Мин. Его появление в любом фильме является знаком высшего качества, и этот фильм вас не оставит равнодушным. Сломленный.
В корейском триллере «Сломленный» показывается история работника швейной фабрики, Подними производство на 90% к концу этой недели и даже не думай пораньше уйти с работы. у которого скончалась жена. Он растит дочь в одиночку и частенько прикладывается к бутылке после работы. Чтобы обеспечить и прокормить себя и дочь, он вынужден задерживаться на работе до глубокой ночи. Вскоре его потрясает телефонный звонок из полиции, где ему сообщают о том, что его дочь изнасиловали и убили неизвестные. Но, по-моему, вы ошиблись номером. Разбитый от горя отец очень надеется, что полиция найдет виновных, но дело продвигается очень медленно. Идите домой. Это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Главный герой принимает решение не ждать результатов от полиции, а найти преступников самостоятельно. Фильм «Сломленный» — это фильм о том, что порой в жизни могут произойти кардинальные перемены, и эти перемены могут затронуть любого человека и заставить его действовать отчаянно, не думая о себе. Также фильм раскрывает тему того, что полиция и государство далеко не всегда хотят и способны помочь с трудными преступлениями и обстоятельствами. И чтобы докопаться до истины, действовать приходится самостоятельно, максимально быстро и очень жестко. Посмотрите фильм «Сломленный», если вам нравятся фильмы в жанре триллер по-корейски. Если вы смотрели фильмы из этой подборки, то напишите об этом в комментариях и не забудьте подписаться на канал.